Здравствуй, представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Поспелова, я студентка 4 курса, 4 группы, лечебный факультет. Настя, мы знаем, что одним из твоих любимых предметов является акушерство и гинекология. Это так? Да. Расскажи, пожалуйста, что привлекает тебя в этом предмете? На 4 курсе у нас первый раз были занятия по акушерству и гинекологии, мы присутствовали на родах, и было очень интересно. Также у меня бабушка акушер-гинеколог, и она мне тоже рассказывала очень много различных историй, ситуаций, которые происходили за время того, когда она работала. И мне очень нравится это. Я То есть правильно, завлекло меня это. Я правильно понимаю, что ты планируешь в будущем стать акушер-гинекологом? Да, я рассматриваю эту профессию, но также мне нравится эндокринология. Я еще думаю, вот вроде туда, может быть. А чем тебя привлекает эндокринология? Также у нас тоже было занятие по эндокринологии. Очень интересно объяснял преподаватель, и тоже как-то привлекло, поэтому я пока думаю, либо то, либо то. Как мы узнали из беседы, твоя бабушка была акушер-гинекологом, да? Это повлияло на твой выбор, чтобы пойти в медицину? Да, повлияло. У меня не только бабушка, но и дедушка врач, папа врач, мама врач. Ты из семьи Поэтому, врачей. да. Выбора тебе не оставили. Ну, на самом деле, нет, они были готовы принять любое решение, куда я пойду, но с самого детства я была в окружении врачей, то есть мы за столом сидели, они, может быть, обсуждали какие-то моменты с работы, и меня всегда это привлекало. Также, когда нужно было со мной оставаться дома, меня родители брали иногда на работу, там показывали какие-то интересные моменты, и вот так мне это понравилось, и я решила с самого детства прямо, что я хочу быть врачом. Ну, это здорово, замечательно. Это преемственность поколений, это в духе медиков на самом деле. Расскажи нам, пожалуйста, есть ли у тебя хобби? Да, у меня есть хобби. Я люблю заниматься танцами, люблю заниматься спортом. Так как я в прошлом, когда училась в школе, я занималась и танцами, и спортивной акробатикой. Естественно, сейчас я не представляю жизнь без этого. Конечно же, я не хожу также в коллектив, но я стараюсь тут в Иванове заниматься танцами, приходя на мастер-классы различные или на групповые занятия. А спортом люблю заниматься дома, поддерживать форму и просто какие-то элементы вспоминать из спортивной акробатики, которые я делала. Замечательно. Я понимаю, что на «Мисс и Мистер Талант» ты именно поэтому выбрала вальс. Да. Этот замечательный, прекрасный вальс. Это было потрясающе. Спасибо. Очень красиво. Скажи нам, пожалуйста, какой твой типичный распорядок дня? Сначала я встаю, естественно, утренняя рутина, как у всех. Дальше я иду на пары, на занятия. Дальше прихожу домой, могу немножко отдохнуть и могу немножко проветриться, прогуляться с подругами, потом прийти домой, позаниматься спортом, либо же пойти на танцы опять-таки, и потом уже сажусь вечером за учебу. Многие ребята иногда боятся прийти к нам на кастинг на «Мистер и Мисс ИВГМУ», оперируя тем, что им не хватит времени. У тебя же хватает на все времени? Да, у меня хватает, потому что я сейчас на 4 курсе. Мне кажется, первые 3 курса очень сложно, там очень сложные дисциплины. Конечно, сейчас тоже более сложные, углубленные дисциплины, но мне кажется, после 3 курса побольше времени, поэтому я решила и пойти на 4 курсе. То есть сколько раз в неделю ты можешь себе позволить встретиться с друзьями? Ну, по выходным, либо если вот у нас нет репетиций на конкурсе, то вот могу в это время встретиться. Настя, как ты считаешь, есть ли у тебя преимущество перед другими участницами? Даже не знаю. Ну, наверное, только то, что вот у меня есть как бы танцевальное прошлое и спортивное, то есть в танцах, может быть, более какие-то движения лучше получается. А так, в принципе, все девчонки классные, у всех, у каждого есть свой талант, и поэтому прям такого явного, не знаю. Назови нам 3 своих самых лучших качества, которые ты себе ценишь, хвалишь или лелеешь. Наверное, добрая, целеустремленная и требовательная к себе, наверное, так. Как часто у тебя получается собраться со своей семьей?
Мне кажется, довольно часто, потому что у меня тут живет бабушка. Часто родители приезжают сюда к моей бабушке, и мы вместе проводим время. Также я езжу в Галич по выходным, поэтому достаточно часто. Спасибо тебе большое за интервью, было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо, мне тоже.